Что делать, если жена не видит изменений? И как быть в тех ситуациях, если, возможно, вы не живете вместе, она заблокировала, и у нее физически нет возможности узнать, что у вас происходит в жизни? Как быть в таких ситуациях? Стоит ли жене говорить о том, как сильно вы изменились? И если да, то как это лучше сделать? Сразу дам четкий ответ. Нет, не стоит говорить ни о каких своих изменениях, потому что всегда это значит без исключения, это только ухудшит ситуацию. Почему? Давайте разбираться. С вами семейный психолог-примиритель Светлана Белькевич. Понимаю ваше искреннее желание рассказать, как многое вы сделали, и самое главное, готовы делать ради сохранения жены, семьи и детей. И наверняка искренне полагали, что она должна это ценить. Ведь мужчина не просто на словах обещает, но и делом доказывает, насколько стал другим. Бросил пить, курить, похудел, подкачался, стал больше зарабатывать, уделяет внимание, помогает по дому. Это видно всем и каждому, но только не жене. Жена почему-то в упор не хочет замечать эти изменения, а если и заметит, то мгновенно обесценит. Знаете, чтобы семья была крепкая, а отношения стабильными, то должны вкладываться оба. А вот если за отношения борется муж, а жене все это просто так достается, то, конечно же, она это никогда не оценит. В этой ситуации не все так однозначно, и есть ряд причин, по которым жена действительно может не видеть и не ценить эти изменения. Самое очевидное – это не те изменения. Второе – всегда есть задержка по времени. То есть в среднем это занимает от 3 месяцев до года. Третье – жена не верит в изменения, потому что для нее это временная рекламная акция. Муж и раньше менялся, но потом очень быстро все возвращалось в привычное русло. Четвертое, пожалуй, самое такое главное, да? Жене тоже нужно измениться. Потому что если муж меняется в правильном направлении, в правильном для отношений, но, может быть, в неправильном в понимании жены, то она будет изменения обесценивать, потому что ей тоже нужно измениться. Самый яркий пример, как говорится, классика жанра. Муж бросил пить, жена ушла. Почему? Потому что дело в том, что когда человек начинает злоупотреблять, то его уровень самоуважения автоматически падает. Именно поэтому в протоколах вытрезвитель пишут: человек своим внешним видом и поведением унижал человеческое достоинство. А вот когда человек бросает пить, его самоуважение автоматически повышается. И жене нужно общаться с ним на равных. А она не умеет. Она умеет жить только с пьющим мужчиной, за счет которого можно самоутверждаться. Поэтому уходит. Выбор всегда есть. Можно заново начать пить, чтобы вернуть жену, если нужно вернуть жену. Да? Но вот эту женщину вы уже не вернете, если она может жить только с пьющим мужчиной. Можно найти уже другую женщину, можно какое-то время побыть одному. То есть выбор всегда есть. Итак, какими же должны быть изменения? Что конкретно нужно сделать? Мужчины часто задаются таким вопросом, потому что в ситуациях, когда хочется вернуть семью, особенно когда за отношения борется только мужчина, хочется найти какой-то проверенный способ, конкретный поступок, действие, которое гарантированно восстановит отношения. Но важен не сам поступок, потому что одно и то же действие, уделять внимание, помогать по быту в одной ситуации будет то, что доктор прописал, а в другой ситуации, напротив, будет ухудшать отношения. Например, если жена до этого говорила: «тебя слишком много», а муж еще больше уделяет внимания, то, конечно же, это будет ухудшать ситуацию. Важен не поступок. Важно то, почему мы это делаем, зачем, для кого. Сейчас на реальном примере с ремонтом расскажу, что, к чему и как. Значит, жена долго ждала от мужа изменений. Она говорила, что ты не развиваешься, лежишь на диване. Она ходила по психологам, ждала от него каких-то действий, говорила о том, что нужно в квартире делать ремонт. В конце концов она собралась и уехала в убитую бабушкину квартиру. Муж посидел, подумал, говорит: действительно, надо бы ремонтик сделать. В конце концов, я же здесь остался жить. Это была совместная квартира. И он начал делать этот ремонт. Во-первых, сам по себе ремонт, как действие, оно очень успокаивает нервы.
Ну, не то чтобы совсем успокаивает, но успокаивает. Навязчивых мыслей меньше становится, мы чем-то занимаемся, это как-то нас отвлекает. Второе, то, что он делал этот ремонт не для того, чтобы вернуть жену, а он делал, потому что он в этой квартире остался для себя. Бывают другие ситуации. Например, муж тоже делает ремонт, но он делает его как? Он думает, ага, она же говорила, что нужно делать ремонт. И начинает говорить, смотри, какой я молодец, я вот ремонт делаю, вдруг ты захочешь вернуться. Давай съездим обои вместе выберем, ну мало ли, что вот я там хочу с тобой посоветоваться. И, как правило, женщина говорит, поздно, мне это уже не надо, тебе надо, делай этот ремонт. Это один вариант с ремонтом. А бывает еще хуже, когда мужчина почему-то начинает делать ремонт в бабушкиной квартире или еще хуже, в съемной квартире, потому что там же дети. Или погашает ее кредит, ипотеку, ну, потому что он благородный, да, чтобы она это оценила. А это не работает. Второе, что сделал этот мужчина, он стал уделять себе внимание. И он говорит, как-то я так, времени все не было, работа, и как-то и лень, и руки не доходили. И он все ждал, когда жена о нем позаботится, к доктору запишет, а тут говорит, что я как маленький, ну я же уже взрослый человек, да, притом человек занимает руководящую должность, он пошел и сдал все анализы. Причем хотел пройти какое-то сложное УЗИ, там порядка 45 минут нужно было лежать без телефона. Он говорит, у меня нервы на пределе, ну, не мне вам рассказывать, говорит, я не вылежу 45 минут. То есть вот эта забота о себе, внимание к своему здоровью может причинить нам больше стресс. Это тоже нужно учитывать, поэтому он говорит, я пока не буду это делать. Он ограничился анализами, которые в баночках. Гемоглобины, холестерины, сахар, все в норме, слава богу. Так вот, жене, оказывается, это очень не понравилось, потому что она была такая сверхзаботливая жена, которая внушила своему мужу, что он без нее котлету из холодильника не достанет. А тут он начал как-то без нее справляться. И вот то, что он стал сам многие вещи делать, это забрало у нее определенный контроль. Называется бытовая инвалидность. Ты без меня не справишься. Человек меняется, ей это не нравится. Такое тоже может быть. Ну и третий момент, он, конечно, стал разбираться, что да как, психологов смотреть. И как мужчина умный сделал правильные выводы. Не просят, не помогаешь. Если жена до этого ходила по психологам, говорила ему, что ты не развиваешься, лежишь на диване, тебе ничего не надо, то он очень быстро, так скажем, развился, да? То есть он ее внутренне перерос. И она поняла, что в какой-то момент она сама до него не дотягивает. И если она сейчас не вернется, то она его потеряет. И она вернулась. Но вернулась не сразу. Женщины всегда в этих ситуациях делают проверку на прочность. Всегда. Если вдруг ваша жена быстро вернулась, да, что-то в этой ситуации не то. Я была бы настороже. Особенно, когда говорят, ой, ваша жена там приползет просить прощения. Нет. Приползет это, если или ноги перебили ей, да, или она очень сильно пьяная. Обычно никто не приползает. Женщины всегда устраивают проверку. Это всегда, это так должно быть. Потому что она не верит, сомневается. И я выделяю такие 4, ну, как бы must have, да, 4 проверочки, они всегда есть. Первое время она обесценивает. Она говорит, мне этот ремонт не нужен, зря делаешь. Так вот, если бы этот мужчина делал ремонт для жены, то, конечно, бы у него опустились руки и потерял он бы всякую мотивацию, прекратил делать. Но ремонт он делал для себя. Он на это никак не реагировал, и в долговременной перспективе у них все получилось. А вторая проверка, женщина начинает мешать. Еще вчера она говорила, ты не уделяешь внимания детям, а сегодня вдруг она уже препятствует общению с детьми. Или вдруг нужно срочно забрать сына из бассейна, хотя прекрасно знает, что муж в это время не может. Третья проверка на прочность. Она такая бессознательная, я бы сказала. Женщины начинают злиться. Злиться, как-то провоцировать, все искажать, переворачивать. Например, эта женщина, она говорила, ага, если надо, то можешь, а раньше не мог. И вообще я тут не успела, скажем так, за порог, ты тут ремонт затеял, уже себе кого-то нашел. То есть она злилась, ей это не понравилось, не нравилось. Но он спокойно там на это, он как бы даже не реагировал, он держался стойко. А
Бывает так, что как только женщина начинает так говорить или делать не то, что она бы хотела от мужчины, да, все пошло не по ее плану, то мужчина теряет равновесие, и он говорит: боже мой, она же обидится, она же подумает, что я ее разлюбил, она же подумает, что я не боролся за отношения и потом не предъявит. Так вот, как раз вот это те ситуации, когда женщина должна понять, что за ней никто бегать не будет. Но очень важно не впадать в другую крайность. Когда мужчина начинает игнорить, хамить, какие-то там условия ставить. Четвертая проверка, я бы сказала, это такая на слабо. Она приходит, видит, что муж меняется, и все пошло не по ее плану, она злится, да, виду не показывает и говорит: ну да, кому-то такое добро достанется, кому-то повезет. Так вот, на такие, скажем, комментарии обычно реагируют люди с недостаточной, когда уверенности в себе недостаточно, и начинают реагировать по типу: да ты что, как ты могла подумать, мне же кроме тебя никто не нужен. Так вот, женщине как раз это и надо было, чтобы муж в очередной раз сам себя как бы убедил, что она та самая единственная, неповторимая, и я больше даже искать никого не хочу. И тем самым впал в еще большую зависимость и привязанность. Да? Вот так делать не нужно. А этот мужчина, он смотрел на нее так с недоумением, кому он это говорит, что не достанется, как на неуместные комментарии эмоционально незрелой женщины. Итак, как же правильно реагировать на эти проверки, да? Как лучше поступить? Можно сказать: ты имеешь полное право так считать. Я не собираюсь с тобой спорить, тебе что-то доказывать. Это твое право. Но прошу заметить, что свои обязанности как папа я прекрасно выполняю. В конце концов, я устал стараться в никуда. Если хочешь семью, будет семья, давай договариваться. Если нет, то все по-честному. Вот Бог, вот порог. И не надо бояться, что она вдруг обидится и уйдет навсегда. Если женщина уже и устраивает эти проверки, то она уже, знаете, готова к изменениям. Но, к сожалению, так не всегда бывает. Чаще, когда мужчина старается, прикладывает титанические усилия, но это всегда мимо. И вот именно в этих ситуациях возникает такое навязчивое желание ей рассказать о этих изменениях, о стараниях, как бы ткнуть носом: ну посмотри, сколько я для тебя делаю, в надежде, что она это заметит и оценит. Ну посмотри, какой я тут для тебя ремонт сделал, возвращайся, тебе же хорошо будет, подумай о детях, ты так много теряешь, что ты творишь? Очень важно проанализировать, как видит эта жена. Когда муж так старается не в меру, то, наверное, в этом есть какой-то скрытый смысл. Это отчасти правда. Ведь его когда-то любимая женщина в какой-то момент превратилась, как в фильме «Властелин колец». Помните, там была «Моя прелесть». Вот моя прелесть, которая пожирает не только твои финансы и здоровье. Моя прелесть пожирает душу человека. Когда нужно вернуть семью любой ценой, то это уже не про любовь и не про семью, это про зависимость. Жена не хочет быть смыслом жизни, она не хочет быть частью проекта мужа успешной жизни, она не хочет быть его наградой. Поэтому, конечно же, она сделает все возможное, чтобы забрать эту награду, и она уйдет. Вот смотрите, мужчина, про которого я рассказывала, для него очень важна была семья. У нас было 4 консультации. Он хотел вернуть семью, но у него семья была на первом месте, но не на единственном. У него еще было 2-е место, 3-е, 4-е. Он еще заботился о своем, у него карьера была, о здоровье своем заботился, друзья у него были. Но семья была на первом месте. А вот если семья на единственном месте и на первом одновременно, да, то тогда, что бы человек ни делал, это всегда будет приводить к такому тотальному разрушению всей жизни человека, потому что он будет работать на износ, и это никогда не будет оценено. Кроме того, знаете, когда женщина уходит, она часто обвиняет мужа во всех своих проблемах и тычет пальцем: вот ты виноват, ты. Но когда мы тычем пальцем на кого-то, то 1 палец туда, а 4 на нас. И женщине нужно в среднем в 4 раза больше времени, чтобы измениться.
Ну, такая психологическая математика. Поймите правильно, большинство женщин не готовы уйти от мужа не потому, что некуда, нет денег, нет другого мужчины, а потому что она точно так же эмоционально зависима. Хотя это и отрицает. Не то чтобы она врет, скорее сама до конца не понимает, что происходит. Запуталась. Это может быть связано с многими факторами, с ее какими-то психологическими проблемами, нереалистичными ожиданиями, стремлением к комфорту определенному или нежеланием самой меняться. Ей нужно время. Она тоже живой человек. Самое главное, будьте последовательны. Делайте то, что считаете нужным, но без фанатизма. И всегда задавайтесь вопросом, почему вы это делаете, зачем, для кого. Само то, что вы боретесь за отношения, тем более делаете это в одиночку, достойно уважения, является показателем внутренней силы и психологической зрелости. Все будет хорошо. С вами семейный психолог-примиритель Светлана Белькевич.